Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду делать корзинку из очень простых, доступных и бюджетных материалов. В магазинах такие корзинки стоят очень дорого, но мы переплачивать не будем. Давайте приступать. Для начала мне понадобится гофрокартон, и я возьму вот такой большой бумажный стакан или бумажное ведерко, обвожу донышко и вырезаю из гофрокартона такой картонный круг, чтобы укрепить донышко. Донышко аккуратненько подравниваю ножницами, обрезаю лишнее и как раз на пару миллиметров уменьшу диаметр, чтобы оно у меня легко вклеилось в это ведерко. А ведерко, как вы уже поняли, это простой бросовый материал, который обычно мы всегда выбрасываем. Это ведерко от еды, но именно его я буду использовать как основу для своей корзинки. Также беру ткань, которая у меня давно лежит, вы наверняка уже видели, я делала корзинки с этой тканью. И вырезаю кусочек для донышка, оставляю припуск примерно сантиметр-полтора. И на термоклей все это подклеиваем аккуратненько. И вот такое донышко у нас получается. А теперь у меня также от прошлых работ остались из этой же ткани такие полосочки разного размера. Ну что ж, добру пропадать, здесь бортики невысокие, я обрезала это ведерко, оставила высоту бортиков 5 сантиметров, и эти полосочки мне идеально сюда вписались. Правильно сделала, что не выбросила. И теперь я все это приклеиваю по кругу, подгибаю на обратную сторону и тоже все плотненько подклеиваем, потому что потом я сюда снаружи буду приклеивать шпажки, и мне нужно, чтобы все плотно держалось, поэтому клея не жалеем, ткань не должна ерзаться и шевелиться, все хорошо подклеиваем. Затем наносим клей на донышко и вклеиваем это картонное дно, которое мы сделали. Корзинка сразу становится уже прочная с таким донышком. А теперь с интервалом примерно 1,5 сантиметра, так как шнур у меня очень толстый, я приклеиваю шпажки. Это обычные кухонные кулинарные шпажки, которые есть в любом хозяйственном магазине. Также можно найти в интернете, приобрести где угодно. В общем, они есть везде. Приклеиваю эти шпажки по кругу, старайтесь, чтобы количество шпажек было нечетное, тогда корзинка будет плестись правильно. И взяла свой любимый шнур из Fix Price. Кстати, он подешевел. Раньше я брала его по 99, сейчас он уже 59, но, по-моему, уменьшили метраж. Если я не ошибаюсь, раньше было 15 метров, сейчас 10. Но цена все равно очень привлекательная, фактически почти в 2 раза дешевле. Теперь наношу снизу на основу термоклей и начинаю приклеивать шнур по кругу до того уровня, где заканчивается ткань. И как раз получается на высоту 5 сантиметров я приклеиваю шнур. Старайтесь плотно прижимать шнур руками, чтобы он очень хорошо приклеился к основе, тогда все будет держаться очень крепко. Отрезаем кончик, хорошенько его подклеиваем, отрезаем кончик под углом 45 градусов, тогда когда вы его подклеите к основе, не будет видно этого стыка, или он будет виден совсем чуть-чуть. А теперь беру белый шнур, подклеила его к определенной, к одной любой шпажке и начинаем плести дальше. А теперь плетем, если раньше мы просто по кругу шнур приклеивали, то теперь идем змейкой, огибая шпажку вокруг. И вот таким простым способом плетения проходим по кругу. Делаем так один ряд. То есть огибаем шнур через шпажку. Как змейка двигаемся, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз эту шпажку огибаем. А когда дошли уже до второго ряда, начинаем плести по-другому. Тоже очень простой, но очень красивый способ плетения. Каждую шпажку я огибаю дважды шнуром. То есть я накидываю шнур на каждую шпажку 2 раза, 2 петельки. И получается вот сразу видно, что на каждом у меня жгутики на каждом ребре по 2 петельки. И так двигаюсь дальше. Не через одну, как плели первый ряд, а именно на каждую шпажку. 2 раза накинули, на следующую, потом на следующую и так далее по кругу. Таким образом получается плетение очень ажурное. Мы будем в конце заканчивать последний ряд, будем делать 1 накид. Но сейчас мы делаем 2. Далее, когда дойдем до конца ряда, можно двигаться дальше точно так же и сделать таким же образом еще 1 ряд. Будет красивое такое параллельное плетение. Но я сделала немножко иначе. Я дошла до конца ряда,
А теперь просто разворачиваюсь и плету точно так же, но в другую сторону. И тогда узор получится в виде косички. И это будет очень красиво и эффектно смотреться. Он, во-первых, ажурный, получается очень широкая такая коса. Но, на мой взгляд, этот узор очень напоминает косу такую широкую. И делаю вот такой второй ряд, только в обратную сторону. Плетение очень красивое. Вы знаете, я очень люблю этот шнур. Я уже, наверное, слишком часто его расхваливаю, но мне очень нравится этот шнур из Fix Price. Он красиво переливается, блестит. Из него получаются очень прочные, хорошие корзинки. Делала их много раз в разных цветах и в разном исполнении, разной формы. И мне нравится, и нравится всем, кому я делала такие корзинки. В общем, с удовольствием продолжаю покупать этот шнур и делать новые поделки. И, кстати, сейчас он появился в новых цветах. Вот как вы видите, я приобрела вот такой коралловый шнур. Раньше я не видела такого цвета, может быть, просто мне не попадалось. Раньше я покупала другие цвета. И вот они у меня лежат, там остатки остаются. Потом можно сделать тоже разные другие разноцветные корзинки. А сегодня вот использую два вот таких цвета. И вот вы видите, что у меня получилось. Вот такая красивая широкая коса. Теперь аккуратненько отрезаем шнур под углом 45 градусов. Всегда фиксирую клеем и отрезанную часть, которая остается, не нужна мне для будущих работ, тоже старайтесь зафиксировать клеем, чтобы он не распускался, потому что нитки такие блестящие, шелковистые, могут распуститься. И аккуратненько подклеиваем, чтобы не было видно во внутреннюю часть этот краешек. А теперь также изнутри слегка сбоку подклеиваем снова вот этот коралловый шнур и делаем еще один ряд, но теперь, как я уже говорила, с одним накидом, с одной петелькой на каждую вот эту шпажку. И это будет завершающий ряд моей корзинки. Так можно двигаться как угодно, делать любую высоту, но я хочу вот завершить вот этим последним рядом. Довожу ряд до конца, отрезаю шнур, как я уже говорила, под углом, все хорошенько подклеиваем, прячем уголочек во внутреннюю часть корзинки и готово. А теперь нужно отрезать лишнюю высоту шпажек, теперь они нам уже точно не нужны. Для этого берем, если у вас нет специального инструмента, можно взять острые прочные ножницы, они тоже режут эти шпажки. А если есть кусачки, то вообще замечательно, я отрезала ими. И отрезаем прямо вот впритык, чтобы они не торчали никак. Вот впритык к шнуру. Не бойтесь, что у вас что-то распустится, вы же следите за этим процессом. Если вдруг петелька соскочит, вы успеете надеть, поверьте. Отрезаем, а дальше, чтобы такого не случилось, чтобы ничего не распустилось, в каждую петельку я наношу каплю термоклея и сжимаю пальцами эту петельку, как бы огибаю шпажку шнуром с обеих сторон с помощью клея. Придерживаю и так прохожу по кругу. А далее, чтобы еще дополнительно зафиксировать, я взяла жемчужные полубусины, наношу капельку клея в каждое вот углубление, где находится шпажка, и вклеиваю эту полубусину. И это еще дополнительно фиксирует, и теперь уже корзинка точно будет прочно держаться, и у вас ничего никогда не распустится. И получается вот такая красота. Но мы не задекорировали еще донышко, и я хочу еще украсить корзинку бантиком. У меня есть вот такая узкая кружевная тесьма, она шириной, по-моему, сантиметр. Сворачиваю бантик, отрезаю краешки и приклеиваю этот бантик на корзинку. Хочу приклеить два таких бантика симметрично друг к другу по обеим сторонам корзинки. И в центр вклеиваю любую полубусинку. У меня есть вот такая. Отрезала с общей ленты такой со стразами, с бусинками. И вклеиваю в серединочку, чтобы закончить внешний вид этого бантика. И с обратной стороны добавляю такой же второй бантик. И мне остается только задекорировать донышко. Для этого я беру белый шнур, он более тонкий, я его также покупала в Fix Price. Делаю каплю клея по центру донышка и начинаю по спирали закручивать шнур. Но не забывайте постоянно все подклеивать, чтобы все хорошо держалось. И полностью так двигаемся по кругу, пока не заклеим все донышко. В конце точно так же аккуратненько отрезаем, подклеиваем уголочек по максимуму под углом, прячем его. И все, и на этом корзинка готова.
Дешево, бюджетно и красиво. И не нужно переплачивать, и всегда можно сложить все свои мелочи домашние по разным корзинкам. Все это будет смотреться эстетично, а можно и подарить. Для подарка тоже отличная вещь. Вот такая корзинка из подручных материалов и шнура у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья и благополучия. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!